Друзья, всем привет! С вами Алекс, вы на канале Alex Gamify, и тут мы с вами разбираем экосистему Тон и проекты, которые построены в этой экосистеме. Сегодня с вами мы разбираем проект Time. Кто подписан на мою телегу, уже в курсе этой ракеты, кто не подписан, welcome, можете подписаться и как раз таки поучаствовать в розыгрыше. Там прямо сейчас разыгрываем 5 NFT стоимостью 10 тонн. Все, что нужно, перейти подписаться и нажать на кнопочку «Участвую в конкурсе». Все. Начнем мы с причин создания этого проекта, а дальше перейдем к тому, что есть прямо сейчас, какие там будут планы, как это все дальше будет развиваться. Данный проект — это результат мысли о чем-то более важном, на что мы тратим свое время. Время просто летит, секунды уходят одна за другой, и важно задумываться, на что мы тратим эти самые секунды. Кстати, вы знали, что если взять человеческую жизнь длиной в 100 лет, а это очень оптимистичный сценарий, то получится 3 миллиарда 153 миллиона 600 тысяч секунд. У многих токенов эмиссия в десятки, а то и сотни раз больше. Поэтому возникла идея создать такой токен с максимальной эмиссией в 100 лет и каждую неделю 604 800 секунд отправлять в сжигание. Тем самым напоминая себе, что каждую секунду с баланса уходят токены. Минус один, минус один, минус один, минус один, а supply у нас ограничен. В итоге токены были сминчены, права на контракт отозваны, чтобы не было соблазна напечатать себе пару десятков лишних годков. Ну а чтобы эта движуха шла веселее, конечно же, прикольнее сжигать не просто токены, а токены, имеющие какую-то ценность. Поэтому я со своих денег вложил $500, обеспечив, собственно, ликвидностью данный проект. В ликвидность я положил порядка 28 лет, потому что я не могу претендовать на эти токены, на эти секунды, которые я уже прожил. Поэтому вот было такое решение принято, мне кажется, очень символично. Токен вышел ночью и сразу же пошли какие-то покупки, поэтому недолго думая я выложил пост, чтобы у людей была возможность следить за этим мероприятием. Естественно, со всеми оговорками, что это просто мем-токен, что это просто по фану, никого не призываю покупать. Если кому по кайфу, можете следить, смотреть, как эта движуха будет проходить. Ну и, собственно, ушел отдыхать, а на утро, как проснулся, увидел капитализацию в $200 тысяч. Проекту на тот момент было порядка 7 часов. Личка у меня, естественно, была просто оборвана, огромное количество сообщений. Я первым делом стал создавать чат для проекта, и туда полилась просто огромная энергия людей. Люди общались между собой, креативили, что-то делали, создавали, и это была просто нереальная энергия. Как инвестор, как блогер, я понимаю, что у проекта есть огромный потенциал в виде комьюнити, огромный потенциал в виде идеи заложенной, но есть один очень большой и неприятный маркер в виде самого главного кита, у которого 72% эмиссии на кармане. То есть, соответственно, меня, кто подписан на YouTube, на Telegram, я думаю, у них не будет возникать этих вопросов, а у новых пользователей, тех, кто просто увидел токен в гекко-терминале, в трендах, куда он, кстати, очень успешно выбрался, там, естественно, будут определенные вопросы, и это будет своеобразным red флагом для захода людей, у которых есть деньги, у которых есть интерес, но которые еще не знакомы с проектом. Поэтому я принимаю решение выкатить опрос, непонятный опрос, где есть просто определенные картинки. Там что-то машина, океан, самолет, вирус или еще что-то. Проходит время, аудитория голосует, непонятно за что голосует, но так или иначе побеждает у нас самолет. Вот в такой вот интерактивной форме я, по сути, избавляюсь от своих токенов. То есть далее выходит пост, что так и так, друзья, вы выбрали, как меня убить. Мы никогда не знаем, когда закончится наше время, поэтому можем строить какие-то планы на жизнь далекие, что-то еще делать, планировать, не замечать, как, допустим, проходит наша жизнь. Как вот и я, допустим, в проекте, да, думал, что буду сжигать 70 своих процентов токенов каждую неделю, но бам, улетел на Мальдивы, самолет упал, и все мои токены единоразово просто за секунду ушли в сжигание. Этот момент мне показался очень символичным, было много эмоций, потому что это так или иначе очень хорошо сообщается с жизнью. Мы живем свою жизнь, тратим свое время на что-то и никогда не знаем, когда оно закончится. Думаем, что у нас его огромное количество. По итогу в проекте сейчас осталось 28 лет, которые распределены между комьюнити, между людьми, которые поверили в проект, поверили в эту идею, и ни одного напечатанного токена за бесплатно на моем кошельке нет. Ну и чтобы воскресить себя, я тоже купил токены проекта прямо по рыночной цене на 80 тонн, то есть было две транзакции 40 плюс 40.
Такой подход, мне кажется, наиболее честным, потому что основатель, у него не будет напечатанных бесплатных токенов, и он будет в одной лодке с комьюнити. Переживать падение и радоваться росту. Понятно, что с инфраструктурными проектами там немножечко другая история, но если делать мем-токен, то, мне кажется, только так и никак иначе. Итак, переходим к важной части, какие у нас дальнейшие планы, что будет дальше, как дальше вся эта штука будет развиваться. Самый главный актив Time — это люди. Я всегда говорю, что комьюнити на первом месте, потому что любой токен можно раскачать, любой токен можно залить бабла, ликвидности и так далее, там запушить его куда-то в космос. Но без людей, без комьюнити, без каких-то адептов всей этой истории эта движуха не полетит. Ориентируясь на наш чат, мне кажется, что в проект пришли люди, кто пришел не просто полудить, а которые разделяют философию. Философию времени, философию того, что все мы тут не навсегда, и то есть люди копают чуть-чуть вглубь. Люди активные, креативные, у них есть финансовые возможности, и самое главное, это объединяется общей философией. Поэтому мне кажется, что на этой базе можно создать очень крутые экологичные проекты на тон. Я верю, что если дать людям возможность проявляться, организовываться, креативить, что-то создавать, то сообща можно достичь очень-очень крутых высот. Свою роль во всей этой истории я вижу в том, чтобы организовать все эти процессы, чтобы все работало как швейцарские часы. В наше время нам сложно повлиять на политическую обстановку в наших странах, а в крипте это очень-таки реально. Основываясь на успешных кейсах, я, например, порядка 10 лет интересуюсь политологией, экономикой, бизнесом, ну то есть определенный в этом опыт. И мне кажется, будет очень круто создать вот такую вот организацию у нас, так сказать, в крипте, то есть DAO, чат общий, да, чтобы у людей была возможность проявляться, чтобы мы сообща могли делать крутые проекты, продвигать их, ну и, соответственно, естественно, прикручивать утилити токена Time к этим проектам. Касаемо по моим действиям, то, что я буду делать в ближайшее время. Первое — это NFT, чтобы собрать какой-то сейл, чтобы у комьюнити был общий бюджет, чтобы этот бюджет можно было распределять на рекламные нужды, на нужды там по оформлению, по там созданию тех же самых NFT. Ну, в общем, когда у организации есть какой-то бюджет, то это здорово, потому что на добровольных началах ни одна организация далеко не уедет. В качестве основателя, естественно, я также буду освещать этот проект в своем Telegram, в своем YouTube. Буду рад освещать именно те события, которые происходят, крутые, за которыми интересно и можно следить. Но опять же, это силы просто одного отдельно взятого человека. Я знаю, что у нас есть дизайнеры, у нас есть программисты. Моя задача в данной конфигурации — собрать всех этих людей воедино, дать нам общую какую-то цель, roadmap, который мы с вами вместе все обсудим, утвердим и будем его реализовывать. Поэтому, подводя итог, если для вас крипта — это не просто лутка, вам интересно еще как-то взаимодействовать с людьми, какие-то идеи свои продвигать, что-то придумывать, создавать в конце концов, то проект Time, мне кажется, это идеальное вообще место для того, чтобы вы были услышаны, чтобы вы не получили какой-то негатив в ответ на свою идею. И самое главное, у вас была реальная возможность влиять вообще на происходящее событие в тоне, в принципе, в экосистеме, в крипте. Ну и согласитесь, куда прикольно, когда вы что-то придумали, создали, и вот через какое-то время это воплотилось в жизнь. Так что, друзья, вот такое видео получилось. Если вам по кайфу идея, если вам по кайфу общий вайб, настрой этого проекта, welcome, ссылки все в описании. Знакомьтесь с проектом, знакомьтесь с комьюнити и не бойтесь проявляться. Мне кажется, пока это единственное место, которое я видел, где ваши идеи могут быть услышаны, и не только услышаны, а реализованы. И вы сами можете влиять на все эти события, на ценность токена, придумывать утилитарность и влиять на развитие проекта в целом. Ну и, разумеется, количество токенов на кошельке прямо пропорционально влияет на вес голоса. Так что как-то так, друзья. Мне кажется, у Тайма есть абсолютно все шансы стать настоящим комьюнити токеном, настоящим комьюнити проектом, распространяться все дальше и дальше за счет новой аудитории, за счет новой утилити, за счет сжигания, за счет разных интересных механик, которые выходят у других проектов. И, естественно, мы за всеми этими механиками наблюдаем и будем добавлять их самые лучшие практики в свое комьюнити. С вами был Алекс, будем с вами на связи. Всем пока-пока.